Этот рецепт точно вас покорит, ваших близких, ваших знакомых. А покорит он не только вкусом, но и своей необычностью. Этот рецепт, он запоминающийся не только вкусом, но и визуальной подачей. Все в этом блюде будет необычно, кроме обычных повседневных продуктов. Как вы видите, я по-особому разделал тыкву. За этим наблюдал мой любимый котик Рыжик, который передает вам привет и ставит вам лайк. Чтобы очистить тыкву от внутренностей, я беру обычную ложку. При помощи обычной ложки тыква изнутри чистится буквально моментально. В этом рецепте тыкву я не разрезаю на кусочки, и вы поймете почему. Собственно говоря, в этом и заключается необычность подачи этого блюда. Буквально несколько секунд, и все внутренности тыквы уже извлекаются наружу. И тыква уже у нас красивая. Что мы делаем дальше? Друзья, тыква очень полезная, когда она минимально обрабатывается термически. И дальше в рецепте вы увидите, как именно мы обрабатываем тыкву. А пока что в ход идут несколько зубчиков чесночка. Сковорода уже разогревается, и тем, кто особо не любит чеснок, не стоит переживать. В этом рецепте он ни капельки не будет чувствоваться, но он нужен нам для аромата, связующего аромата, который будет соединять все вкусы в единую симфонию вкуса. Обычно в своих рецептах я чесночок отправляю самым первым на сковороду. Там он соединяется с маслицем. И обычно вторым ингредиентом на сковороде в подобных рецептах у меня выступает лук. Лук я взял среднего размера и нарезается буквально средними дольками. Нарезается быстро, с любовью. Все, что делается с любовью, оно приумножается и возвращается нам во 100 крат. Так что если плохое настроение, то лучше, наверное, не готовить. А пока что лук уже у нас измельчен и готовится отправляться дружить на сковороду с чесночком. Здесь они будут соединяться вкусами, ароматами, и не будет ярко выраженного вкуса ни чеснока, ни лука. В чем и прелесть данного рецепта. А вот в этих рецептах совсем другой вкус и аромат и польза. Ссылку на них я оставлю в описании и в конце этого ролика. Очень советую их приготовить, особенно сладкоежкам и тем, кто следит за здоровым питанием. А пока у нас следующий ингредиент – это сельдерей. Сельдерей нарезается довольно крупно, берется одна часть сельдерея и также отправляется на сковороду дружить с чесночком и лучком. Тут она соединяется вкусами. Если нет сельдерея, друзья, можно взять лучок или любую другую зелень. Далее в ход идут пряности. В моем случае это паприка копченая, прованские травы, которые вы сейчас видите. До этого был черный молотый перец и немного соли. А теперь отправляется 500 грамм тыквы у нас на сковороду. Тыква была у меня заморожена вот такими кусочками. Это еще прошлый урожай. И потихоньку я освобождаю место в морозильной камере для нового урожая.
эта тыква размерзлась. В вашем случае, если вы используете обычную тыкву, ее очищаете, нарезаете на квадратики. И мои любимые песики передают вам также привет. Интересно, кто из них девочка, а кто мальчик? Кто из вас догадается и напишет в комментариях. А пока что мы готовим специальный соус. Для этого мы берем паприку копченую, соль, черный молотый перец, кунжут. Все перемешиваем с 2 столовыми ложками масла. Масло можно взять любое, оливковое или подсолнечное. В моем случае это рыжиковое масло, но подойдет любое из ваших доступных. Теперь настала очередь готовить квадратики. Эти квадратики очень важная часть этого блюда. Без них блюдо будет примерно на 70% от своего максимального вкуса. Для этого я взял тостовый хлеб, нарезаю его на сантиметровые квадратики и отправляю в предварительно подготовленный соус, который мы только что сделали. Часть квадратиков перемешивается. Я взял не все квадратики для пропитки соусом, а лишь половину. И как вы видите, они сразу начинают менять свой вкус на золотистый, солнечный. Далее чуть-чуть маслица, и все отправляется на сковороду до получения ароматной хрустящей корочки. И также я отправляю остальные квадратики, не задействованные в соусе. У нас будет 2 цвета квадратиков. Все это хорошенько перемешивается, пока сковорода разогревается. А далее у нас по плану уже практически финиш. Чуть-чуть сдабриваю маслом. Масло здесь будет очень хорошо, квадратики впитывают хорошо масло. И все перемешивается, соединяется вкусами и ароматами. Если вы не любите кунжут, можно его тут не использовать. Далее у нас минимальная обработка, как я сказал, буквально 4-5 минут, не более. И у нас уже почти все готово. Добавляется 1 куриное яйцо, в моем случае это крупное яйцо. Оно перемешивается, соединяется с остальными компонентами на сковороде. И наше блюдо уже практически готово. Друзья, интересно, какие блюда вы любите готовить из тыквы? Буду рад почитать в комментариях. Я читаю комментарии, и мне интересно и приятно ставить лайки в ответ на ваши комментарии. А пока я налил водички и разбавил содержимое сковороды, мне интересно, кто вам понравился больше, кот Рыжик или мои песики-барбосики? Интересно будет почитать в комментариях. Прошло буквально 5 минут, и я содержимое сковороды отправляю в стеклянную емкость. Видите, еще идет пар, все прекрасно. И сейчас нам остается только взблендировать, и будет самая главная фишка этого блюда. Буквально пару мгновений. А пока мне интересно, из какой страны, из какого города вы смотрите это видео. Я много где был, много где путешествовал, и мне приятно почитать в комментариях места, где я был. Я сразу вспоминаю, приятно. Поэтому буду рад вашим комментариям.
и весточки с вашего любимого города и вашей страны. А теперь та самая изюминка, из-за которой вы и ваши родные и близкие, а возможно и друзья, этот рецепт точно не забудут. А не забудут они не только из-за приятного полезного вкуса, но и из-за необычной подачи. Блендированный суп-пюре отправляется у нас в емкость из тыквы. Туда добавляются тыквенные семечки, как основной атрибут, в моем случае кунжут, я фанат кунжута, немножко зелени. Зелень здесь как нельзя кстати, и те самые вкусные квадратики, которые мы готовили. Они стали хрустящие и прекрасно дополняют это блюдо. Рецепт, друзья, просто шикарный. В дальнейшем я готовил также в тыкве гречневую кашу с дополнением. Дополнение можно взять любое. И вот гречневая каша, она прекрасно пропиталась тыквой, стала сочной, насыщенной. В общем, можно готовить таким образом разные блюда, а это вам как идея. Поэтому, друзья, я старался сделать это видео для вас, и если оно вас хоть как-то порадовало, буду рад вашему лайку, вашему комментарию, буду рад вашей подписке, так я пойму, что я снимаю не зря, и радую вас новыми рецептами на канале «Художник на кухне».